Здравствуйте, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо», с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Франция из-за жары останавливает свои АЭС. Работа АЭС Гольфэш была приостановлена из-за аномальной жары, охватившей Францию в последние дни, пишет местная газета Сюд-Уэст. Работа АЭС была приостановлена не так давно из-за жары, которая подняла температуру воды. Борис Леонидович, а как это, собственно, взаимосвязано? АЭС, вода, температура. В чем дело? Дело, как ни странно, не в технологиях, а в экологии, собственно говоря. Это одна из тех атомных электростанций, которые используют прямоточное охлаждение. То есть берем холодную воду выше по течению, прогоняем через теплообменник, теплую воду ниже по течению отпускаем вниз по реке. Так построена была далеко не только одна атомная электростанция. В чем проблема? Попытка сэкономить или просто недоучли вот этот климатический фактор? Если температура воды при нынешних 40 с лишним градусах во Франции в реках ближе к 30, то добавление теплой воды из теплообменников, ну, это уже ближе к ухе, вареным лягушкам и прочим деликатесам. Если посмотреть на Россию, у нас прямоточное охлаждение, ну, разве что на Ленинградской атомной электростанции, но там берег моря. И вынос трубы с теплой воды достаточно далеко от берега, с тем, чтобы проблем не возникло. Во Франции решили вот так. Какое-то время все было более-менее нормально, но за последние лет 5, по-моему, вот пятое лето, когда приходится временно приостанавливать работу до снижения температур. Снижение температур, ну, как обычно, все достаточно инерционно. Вода уже прогрелась, даже если снизится температура окружающего воздуха, то вода в реках какое-то время будет еще слишком горячей. Ну и, собственно говоря, речь не только о атомной электростанции «Гольфэш». Есть еще список, целый список французских атомных электростанций, которые чаще всего фигурируют в контексте температурных ограничений из-за реки. Бюже — это 4 блока по 900 мегаватт. Сен-Альбан — 2 блока по 1300 мегаватт. Крюа — 4 блока по 900 мегаватт. Трикастен — 4 блока по 900 мегаватт. Ну и вот Гольфэш — это 2 блока по 1300. Да, еще атомная электростанция Блея. 4 блока по 900 мегаватт. Итого 20 атомных блоков из 56. Вот тот потенциальный риск, который нынешнее жаркое лето несет Франция, но и не только Франция. Я напомню, что крупнейших зарубежных потребителей, а Франция крупнейший поставщик электроэнергии на экспорт, это прежде всего Англия, 2 подводных кабеля по 2 гигаватта каждый. И в последнее время в связи с очень удачными организационными решениями крупным покупателем стала Германия, догадавшись закрыть все свои атомные электростанции, ликвидировав угольную, собственно говоря, генерацию практически до нуля. Напомню, что на день сегодняшний еще не отменено решение правительства Германии о полном отказе от угольной генерации к 2030 году. 2030 год вот не за порогом. Соответственно, если снижается генерация самой Франции, Франция, разумеется, спасать будет прежде всего саму себя, а вот как будут чувствовать себя ее соседи по карте, ну, это уже проблема соседей по карте. На всякий случай напомню, что здесь, как бы это помягче, не самые рыночные отношения, поскольку владельцем и оператором всех атомных электростанций на территории Франции является государственная компания Énergie de France, EDF. Так что решения правительства напрямую будут транслироваться в действия компании EDF. Ну, понятно, что с учетом подорожавшей всей остальной первичной продукции нефти, газа и так далее, Франция вряд ли будет испытывать огромную любовь к своим соседям, разве что по переписке. Вот какая-то такая ситуация. Если температурная аномалия не остановится, то кроме того, что я перечислил, а это 20 атомных блоков из 56, которые действуют на территории Франции, то есть еще целый ряд АЭС, которые градирин не имеют и используют для прямого охлаждения именно морскую воду. То есть здесь все будет зависеть от того, насколько далеко от берега труба с выбросами теплой воды. Это
Гравелин, 6 блоков по 900 мегаватт, это Пальвель, 4 блока по 1300, Пинли, 2 блока по 1300, и достаточно известная в последнее время атомная электростанция Фламенвиль в составе, которой работает 2 блока по 1300 мегаватт, и новейший во Франции блок на базе реактора ЭПР 1600. То есть еще 15 блоков. Не знаю, будет это эти риски воплощены, так скажем, в жизнь, или море все-таки удастся не так сильно прогреть. Время покажет. Ничего приятного во всем этом нет. А как это блокировать, вот такие риски? Только строительство градирин или строительство огромных каких-то брызгательных бассейнов с тем, чтобы вода, уходящая в реку, имела как можно более низкую температуру. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «Создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Case Guru CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы Case Guru Clip с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Case Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. По какой причине не предусмотрено было строительство градирин? Ну, для меня, если честно, загадка. Россия, которая находится куда как севернее, тем не менее, в советские времена градирины строили, и в наши времена тем более. У нас достаточно долгое время действовал запрет на строительство атомных электростанций без градирин, то есть с прямым водоохлаждением. Но сейчас этот норматив отменили. Связано это с тем, что, в числе прочего, будут строиться атомные электростанции на морских берегах. В Приморье, вот вновь возводимая Ленинградская атомная электростанция 2, ну и так далее. Вряд ли потребуется какое-то иное охлаждение, ну, допустим, на Кольской атомной электростанции, на проектируемой атомной станции малой мощности в Якутии, там с охлаждением как бы вопросов особых незаметно. Во Франции почему-то решили вот так, не подстраховались, или в связи с тем, что строительство атомных энергоблоков было государственной программой во Франции, как ответ на нефтяной кризис 1974 года, строились массово, целыми сериями. В принципе, ну, достаточно такой интересный подход, потому что на тот момент это было конвейерное производство всего атомного оборудования для атомных электростанций. Это действительно позволило и скорость обеспечить, и уверенно вписывались во все сметы, когда у вас предприятия выпускают одну и ту же номенклатуру оборудования, ну, действительно получается быстрее и дешевле. Ну, вот, видимо, либо что-то не предусмотрели, либо решили, что и так сойдет, поскольку высокие технологии во Франции, они же всегда высокие. Вот какая-то такая обстановка. Что можно еще каким образом строить дополнительные объекты генерации, не знаю, там, солнечные электростанции, потому что если жарко, значит, есть солнце.
Но здесь тоже есть свой нюанс. У солнечных панелей при температуре окружающей среды выше 25 градусов КПД падает. То есть, если страховаться именно за счет солнечных электростанций, то нужны достаточно большие мощности, ну, соответственно, большие земляные территории под солнечной электростанции. Не знаю, как там на юге Франции, насколько дешевая земля, насколько удастся это реализовать. Ну, вот, опять же, можно наблюдать, внимательно смотреть, как у них что получится, как вывернуться на этот раз, как почувствуют себя соседи, все ли у них будет хорошо. Время покажет. Компания Enedis, которая владеет распределительными электросетями на большей части Франции, опасается отключения электроэнергии из-за жары. Почти половина из 1,5 миллиона километров линий электропередач Франции расположены под землей и, как получается, греются из-за жары и греются сами. А насколько вообще реальны подобные риски подземного использования кабелей? Ну, для того, чтобы линии электропередач проложить под землей, используется кабель. Соответственно, нагрев есть уже просто потому, что провода друг рядом с другом, они немножечко нагреваются, немножко температуру дают. А если прогревается еще и почва, прогревается и оплетка кабеля, соответственно, двойной тепловой эффект. Как с этим бороться? Ну, способ только один – строить линии электропередач воздушные. Пойдут на это операторы электросетей, поскольку это очень суровые такие объемы инвестиций, с какой скоростью все это можно сделать, спроектировать, получить землеотводы и так далее, сказать сложно. Ну, это вот и еще один минус, который не был учтен, когда проектировали эти распределительные сети. И повод для размышления, так ли удобно то, что у вас над головами ничего не гудит, это замечательно. Гудит где-то под ногами, но под ногами еще и греется. Бывает и так. Насколько это полезно для окружающей среды, сказать сложно. Понятно, что, с другой стороны, безопасность как бы повыше. Все, что связано с ветровыми нагрузками на линии электропередачи, со снегом, таянием, рисками оледенения и так далее, и так далее. С одной стороны, это как бы решение позволяет достаточно долго не обращать на это внимания. С другой стороны, вот такой эффект дополнительный, который внезапно вырос. Но будет ли он разовым, или это будет продолжаться каждое лето, я думаю, что энергетикам есть возможность плотно пообщаться со всеми специалистами по климату Франции, пусть пообщаются, пусть примут какое-то решение. Так что, с одной стороны, казалось бы, один раз вложись в то, чтобы проложить кабели и больше ни о чем не думать, дополнительные эксплуатационные расходы не требуются для борьбы там, с упавшим столбом и прочее, прочее. Но, с другой стороны, вот такой внезапный эффект. Так что в случае Франции большой вопрос, что было действительно выгоднее. Ежегодные проблемы с линиями электропередач воздушными или вот такая проблема с линиями электропередач подземными. По крайней мере, воздушную, более-менее понятно, как ремонтировать. А вот как добираться до кабелей, как изолировать участки поврежденные, здесь будет сложнее. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.